Всем огромный привет, друзья! Всем привет! Мы путешествуем по Южной Корее. Добро пожаловать в древний город Кёнджу! Сейчас в Кёнджу идет небольшой дождик, поэтому мы заглянем в интерактивный музей, в котором покажем вам античные гробницы. В этом музее есть большое количество мониторов, где можно посмотреть наглядно, как возводили эти гробницы. Строили их в основном из камня и дерева. Здесь мы можем наглядно видеть гробницы королей и аристократов южнокорейской династии Силла. Ее высота 12,7 метра, и она представляет собой могилу, выложенную камнями, внутри которой деревянная комната. Сейчас из информационных табличек узнала, что таким методом захоронения пользовались с 4 по 6 век. Сейчас мы дошли до парка с древними захоронениями. Это целый комплекс, в котором находится более 20 подобных гробниц в виде холмов. Сейчас мы зашли в одну из гробниц, она называется Чхон-Мачон. Здесь были найдены более 11,5 тысяч артефактов, и главным среди которых является картина белой лошади. В самой гробнице Чхон-Мачхон достаточно темно, поэтому много снимать не получается. Она была обнаружена в 1973 году, ее высота 12,7 метра. Наверное, самое главное сооружение в парке Теренвон. Стоит отметить, что в парке Теренвон помимо самих гробниц еще очень красивая природа, много цветов, деревьев. Самое приятно необычное, прогуляться. что эти деревья растут прямо на этих холмах. И когда ты идешь, ты даже не до конца понимаешь, что это и есть гробницы. Конечно же, мы не могли пропустить специальную фотозону, которая здесь отмечена, обозначена на фоне холмов и красивых деревьев. Hello. Сейчас вы видите очень много детей, и все они пришли, видимо, вместо уроков к очень популярной, знаменитой башне, а это не что иное, как обсерватория, крупнейшая в Азии обсерватория для наблюдения за звездами. Астрономическая обсерватория была построена в 7 веке
И она служила для того, чтобы предсказывать погоду по звездам. Местный гидрометцентр. На постройку этой обсерватории в форме цилиндра ушло ровно 362 30-сантиметровых камня. Именно столько дней в лунном календаре. Рядом с обсерваторией находится парк, где выращивают различные цветы, в том числе маки. Очень красиво. Знаете, иногда ходишь в какие-то парки, платишь за это деньги, а здесь все абсолютно бесплатно, чисто, за этим всем ухаживают. В этом парке действительно очень много цветов, и некоторые из них в половину человеческого роста. Здесь можно прогуляться, пофотографироваться. Здесь мы видим, как за парком ухаживают. На специальный трактор в огромный мешок собирает траву. Каждый кустик окучивают, много работников. После прогулки по парку мы увидели очень красивый Starbucks. Дом выполнен в древнем южнокорейском стиле. Придется зайти. Мой любимый чай тилате. Попробуем действительно экстра hot. Сейчас мы вышли на одну из прогулочных улиц Кёнджу. Немного покажем вам магазинчики, немножко уличного стритфуда и, в принципе, атмосфера на улице. Здесь ездит очень много электромобилей, даже есть вот такие небольшие средства передвижения, похожие на, ну, сложно сказать, какая-то повозка типа скутера, да, но тоже все на электричестве. В Корее очень популярны автоматы, что-то вроде лотереи, да, то есть вы платите фиксированную сумму, после чего вам выпадает шарик, и вы можете выиграть приз. Вам для этого нужно потом открыть либо какой-то замочек, либо еще что-то. В общем, очень популярное развлечение среди корейцев. На улочках города можно встретить магазины с прокатом местных национальных костюмов, который называется Hanbok. Большой выбор. Есть мужские и женские. Можно потом гулять по городу, делать красивые фотографии. Мы с вами в Сеуле, когда были, Томочка тоже наряжалась в подобные красивые костюмы. Немного уличного стритфуда, напитки разнообразные, также сладости. Я думаю, вы все помните, где вы могли видеть данные узоры. Сериал «Игра в кальмара». Вот такие вот зонтики. Здесь также можно заказать маршмеллоу, но они оказались невкусные, потому что вот мы взяли одну шпажку и разочаровались немного. Да, потому что я думала, что будут готовить на гриле, а готовят, знаете, специально таким обжигом, как роллы обжигают иногда. Получилось не очень, потому что внутри такое, ну, как бы твердая структура. Да, в общем, надо на огне готовить, а не с помощью специальной горелки такой.
Ну и, наверное, самый популярный стритфуд на улицах — это вафли с сыром. Они в виде изображений 10 франков, вот прям как здесь. Давайте поближе покажу вам, как их готовят. Вначале добавляют тесто, потом кладут сыр. Еще сверху поливают чем-то, каким-то соусом. И потом, получается, через 2-3 минуты получается подобные вафли в виде монеты в 10 франков. О, надо быть осторожным. Здесь палочка. Горячие? Угу. Но сыр находится где-то в середке, до которого надо еще добраться. Давай попробуй. Давай. Осторожно, здесь видишь палочку? Да. Я чуть не прокусила. Так. Может, назовчили из сыра. Пока очень много теста. Давай еще я. Где же сыр? Ну, сыр похож, наверное, да, на местный сулугуни, как будто такой тянущийся. Ну, у меня по-прежнему сыра нет. Вон, видишь, в этом месте, где у нас немножко пригорело. Продолжаем дегустацию корейской вафли. Кстати, ее стоимость 3500 вон. Не только в Кюнджоне продаются, они вообще продаются по всей Корее. И не только в виде монеток, это, видимо, только здесь вот такая тема с монетками. До этого мы ели еще такой был осьминог, и нас помнишь, что тоже вафли была с сыром. Вкусная. Да, с различными морскими была гадами история. Это, наверное, более пышная, я бы так сказала. Угу. О, осторожно, помогу тебе. Все, друзья, червячка заморили. А все это к чему мы? Потому что сейчас мы уже направляемся потихоньку в наш ресторан. Мы пойдем на ужин. Как раз таки он находится на этой живописной улочке, ресторанчик. Обязательно вам его покажем. Закажем красивые итальянские блюда. Мы пришли в модный, красивый ресторан кухни Северной Италии. Потому что я, честно говоря, не знаю, чем отличается кухня Северной Италии или Центральной. Но мы заказали свою любимую пасту и заказали ризотто с трюфелем. Пробуем мою любимую пасту карбонара. Красивая подача, сверху яичко. Давайте его сразу разомнем. Так. Воспользуемся приборами. Кстати, красивая, смотрите, какая ложка интересная. Форма у нее в виде этого весла. Я, кстати, заходила к ним в Инстаграм и видела, что они эту пасту, ну, макаронные изделия, имеется в виду, готовят сами. Я сейчас немножко на кухне сам процесс подснял. Вы видели, как там все шкварчало, шипело.
Помимо классических ингредиентов, здесь еще добавлены грибы. Поэтому это карбонара с беконом, с яйцом и с грибами в сливочном соусе. Макароны, правда, интересные. Вкусные, тянутся. И надо кушать пока горячее. Помимо наших основных блюд принесли также лук, это закуска. Он маринованный с перчиком чили. Ну, давайте пробовать ризотто. Ну, он мне очень ароматно пахнет, потому что здесь микс из грибов, в том числе также здесь и белые грибы, и трюфель. Я обожаю это блюдо, но не везде его правильно готовят. Здесь ризотто идеальное. Оно, знаете, оно не твердое, не мягкое, а именно такое запеченное в сливках с сыром пармезаном. Сидим, уплетаем и ризотто, и пасту. А еще попробовали закуску, про которую Тома упоминала. Здесь лучок маринованный. Она восхитительная. То есть маринад, мы думали, будет какая-то острота или еще что-то такое. Нет. Что-то легкое. Лук становится сладким. То есть даже можно не понять, что это лук. Это больше похоже на капусту. Может быть, это капуста? Не, это лук, точно. Точно? Да. Ну просто по вкусу, как будто капуста, только сладкая. Ну, великолепная заправочка. Все это дело мы запиваем водичкой. Графинчики подают. Это был один из наших самых быстрых ужинов. Мы смели наши блюда буквально за 10 минут. Все было безумно вкусно. Я хочу сказать, что ризотто вообще был один из самых вкусных в моей жизни. Стоимость ризотто 19 тысяч вон и стоимость пасты карбонара 17 тысяч вон. Другие пасты стоят примерно по такой же цене. Мы провели этот прекрасный день в уютном городе Кёнджу, но на этом с Южной Кореей не прощаемся. Впереди еще посетим и другие города. Если вам нравится наше путешествие по Южной Корее, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока, друзья!